Раньше я тратил уйму сил на то, чтобы найти отношения. Мне казалось, это сделает меня счастливым. И в этой погоне я часто забивал на самого себя. Но все изменилось, когда я успокоился и нашел дело, которое меня зажигает. И именно тогда девушка появилась в моей жизни сама собой. Максимально вовремя и без лишних сложностей. Сейчас я задумал одну штуку, от которой мне самому немного не по себе. Я решил зайти на западный YouTube с новым проектом. В этом видео я честно расскажу, как я перестал сливать время на поиски любви и какой план по захвату английского рынка я для себя поставил. Погнали! Что, суббота сегодня. Сейчас иду в зал, взял водички. Странно, что так мало людей вообще на улицах. Вроде суббота, вроде должны все гулять. Знаете, я всю жизнь дико загонялся из-за того, что я слишком худой. Типа старался носить вещи посвободнее, как-то лишний раз не отсвечивать. Реально казалось, что это клеймо на всю жизнь и с этим ничего не поделать. Но в какой-то момент я просто дошел до зала. И даже дело не в том, что я начал качаться, просто здесь я впервые почувствовал, что могу сам себя вывести. Каждый раз, когда добавляешь вес на штангу, этот комплекс худобы потихоньку вылетает из головы. И в итоге я понял, уверенность она не в объеме бицепса, а в том, что ты перестал себя грызть. И сейчас я чувствую себя совсем по-другому. И честно, это кайфовое чувство. Наконец-то быть в ладу с самим собой. До 24 лет мне очень важен был факт наличия отношений. Я постоянно гнался за какими-то знакомствами, цеплялся за шанс завести отношения. Много сидел на сайтах знакомств, потому что для меня это было важно. То есть наличие девушки, наличие половой жизни для меня было очень таким важным аспектом, без которого мне сложно было функционировать. Хорошо себя чувствовать, не депрессовать. Мне хотелось быть кому-то нужным. Я совершенно не слушал себя, я не слушал себя, чего я реально хочу. То есть в моей голове была установка, если у тебя нет отношений, ты какой-то не такой. Это было реально не очень простое время, я тогда не мог вообще найти призвание. Вообще, что мне интересно делать по жизни. Вот реально, чем бы я хотел заниматься, от чего я получаю удовольствие. Этого у меня не было, у меня ничего не было. Вот, поэтому мой мозг искал счастье в чем угодно, в том числе вот в знакомствах. Это я к чему? Это я к тому, что у меня закончилось это все, этот период. И он закончился не сам по себе, он не взял так и не закончился, потому что просто прошло время, или просто я вот потерпел и все прошло. Нет, все закончилось не поэтому. Я нашел то самое дело, которое мне нравится, о котором я думаю 24/7, о котором мне снятся сны. Вообще я максимально не про готовку. Кухня, рецепты, это все не мое, честно. Но иногда ловишь себя на том, что вся вот эта бытовуха с едой, это на самом деле единственный способ замедлиться. В такие моменты голова наконец-то отключается. Ты просто занят делом, руки что-то делают сами по себе, а ты можешь спокойно подумать. Реально, иногда обычный ужин помогает разложить все по полочкам в голове лучше любой психотерапии. Так, курочку я переворачиваю. 5 минут прошло. О, вы посмотрите на это. Я думаю, вы уже сами чувствуете запах с камеры. Посмотри на эту красоту вообще, боже мой. Так, проба курицы. Я не знаю, что сказать. Очень вкусно получилось. Ребят, я только что вышел из душа после зала и увидел вот это. 348 просмотров в час на новом ролике. У меня никогда такого еще не было вообще. Спасибо большое. Короче, у меня появились
Мини такие маленькие хорошие новости, поэтому я решил с вами поделиться. Первый вопрос. Это я наконец-таки записался к стоматологу. Тот, который предоставляется государством. Ну, короче, государственная бесплатная медицинская страховка. Второй важный вопрос, который решился, это у меня все это время был больничный, то есть я до сих пор на больничном. И я его буду продлевать на неделю, потому что мне 25-го, то есть завтра, снимают швы с пальца. Кто не знал, я делал операцию на ногте. В чем была проблема? Была проблема в том, что хирург, который делал мне операцию, он указал неправильный номер работодателя, который будет оплачивать этот больничный. Вот. И сейчас я наконец-таки дозвонился, дописался до этой клиники, потому что я это делал уже на протяжении 10 дней. Не хотели мне менять этот номер, говорили, хорошо, хорошо, сменим, хорошо, хорошо, передадим. И вот только сейчас они это сделали, потому что это было очень важно сделать сейчас. Если бы они этого не сделали до конца месяца, то была бы вероятность, что мне бы затянули бы зарплату, потому что звонили бы с бухгалтерии, what the fuck, что у вас за номер, мы такого не знаем. И если бы мне задержали бы зарплату, я бы не смог бы оплатить свою комнату. Вот, пришлось бы объясняться перед арендодателем, это еще лишние мороки, чего я абсолютно не люблю, поэтому хорошо, что все устаканилось, вот, и, в общем, супер. Сейчас иду в зал. И хочу сегодня, сделать на весах чуть побольше, потому что я осторожничал очень много времени из-за того, что я постоянно на больничных, там операция, потом недосып, аллергия, там простуды всякие. Ну и, осторожничал просто. Вот, а сегодня как-то хочется попробовать сделать побольше веса. Ну, как будто бы надо реально двигаться. А то я реально очень сильно осторожничаю. Я боюсь там травмы, знаешь, потому что, учитывая то, что у меня колено побаливает до сих пор, я не хочу, чтобы это было с руками, тем более, потому что руки как-то важнее мне, чем вы поняли. When you go down, you spin my head right now. When you go down. А самое смешное, что у меня операция была, и мне нельзя бегать, и у меня болит еще колено. Вот повод будет пройтись. Так, 2 скупа протеинчика по 30 грамм 7 креатинчика. Заливаем все это H2O-шечкой. Как они делают вот так как-то? Бросать не хочу, а то стрёмно, если протеин выльется на пол. У меня сейчас какая-то бомба протеиновая будет, потом все надо будет отмывать. Не хочу, как-нибудь в другой раз. Хотя, опа! А ну-ка еще раз. Опа! Вот так. Вот так еще могу, вот так. Вот так вот. Слушай, может баристой пойти? Зачем мне этот мак нужен? Если можно пойти баристой. Опа! Я уже рассказывал, как я не люблю вообще лето и жару. Скажу еще раз. Я не люблю лето и жару. Короче, план разбогатеть. Я кое-что придумал. Можете писать в комментах, что ниша занята, что это очень сложно. Получается это только у единиц. Вы наверняка слышали уже об этой теме. Есть кучу рилсов, кучу шортсов, тиктоков, не знаю, зависит от того, где вы сидите, где об этом рассказывается, и все так в красках прям описывается, что это прям легко так заработать. Речь идет о производстве контента без лица, то есть на
англоязычную аудиторию, там, для американцев, для еще каких-то иностранцев, там, немцы, французы, пересказы истории с Reddit или просто дублирование контента. Я давно об этом задумался, но сейчас я просто понимаю, что то, чем я хочу заняться, оно в будущем, в перспективе, через полгода, через год поможет мне оплачивать вот такие вот мини-хотелки, мини-счета. Там экстренный какой-то случай по здоровью или купить какую-то одежду. Знаешь, я уже не говорю, опять же, о смене работы. Это только вот влажные, очень влажные мечты, вот, но... В общем, в следующем видео будет мой первый шаг в сторону американского ютуба. Я создам канал, буду выпускать там видео. И на этом канале, на канале «Не все сразу», буду рассказывать о прогрессе на американском канале специально для тебя, чтобы тебе было интересно, как идет дела. И если хочешь оставаться как бы в теме, можешь подписаться здесь и поставить лайк, чтобы тебе пришло просто в рекомендации следующее видео, чтобы ты меня не потерял. Thank you very